Всем огромный привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на мой кулинарный канал. Сегодня мы с вами приготовим блюдо, о котором так долго мечтал Алексей, очень просил меня приготовить, и знаете, что я вам хочу сказать? Рецепт этого блюда превзошел все наши ожидания. Малоежки остались довольны, проверено, рекомендуем на 100%. Блюдо называется фетучини, мы с Алексеем уже попробовали его на нашем мукбанг канале, ссылочку оставляем вам внизу в описании под этим видео. Переходите, дегустируйте вместе с нами и готовьте тоже вместе с нами. Также, кто еще не знаком с нашим семейным каналом, все эти замечательнейшие рецепты мы снимаем для вас с любовью из Турции. Переходите по ссылочке внизу в описании, знакомьтесь, добро пожаловать, будем рады видеть каждого из вас. Ну а сейчас оставайтесь со мной, я вам подробно расскажу, как приготовить вкуснейшее фетучини. Мы начинаем! Для приготовления фетучини нам потребуются сами макарошки, которые так и называются фетучини, что в переводе означает ленточки. Вот такие гнезда у меня в количестве 500 граммов. Также нам потребуется 750 грамм куриной грудки, 250 грамм грибов. Берите абсолютно любые грибы. У меня непонятно, как называются грибы, можете взять шампиньоны обычные. Также нам потребуется 5 зубчиков чеснока, таких добрых, хороших зубчиков чеснока, 75 миллилитров оливкового масла и 50 грамм сливочного масла. Также для подачи нам потребуется хороший пучок петрушки. У меня здесь 50 грамм. Что потребуется для приготовления соуса, расскажу чуть позже. Для начала мы с вами нарежем курицу. Курицу будем нарезать кубиками толщиной примерно 2 сантиметра. То есть разрезаю сначала на полоски. И вот эти полоски разрезаю вот такими вот, пусть будут прямоугольные кусочки. Таким образом полностью нарезаем курицу. Куриную грудку я всю нарезала, пока убираем ее в тарелку обратно. Грудка будет ждать своего часа. Далее у нас на очереди грибы. Грибы, если у вас шампиньоны, нарезаем просто пластинками, я нарезаю просто вот такими полосками. Толщиной примерно 3-4 мм. Таким образом полностью нарезаю грибы. Итак, друзья, грибы я тоже нарезала. Теперь нам необходимо куриную грудку и грибы обжарить. Также нам необходимо поставить воду, чтобы отварить наши фетучини. Ориентируйтесь на инструкцию. На пачке моих фетучини написано 7 минут для аль денте и 9 минут для нормальной варки. Я буду варить до аль денте, и вам тоже советую, потому что потом еще некоторую термообработку фетучини получат, когда будем уже с соусом их готовить. Поэтому я варю свои фетучини 7 минут с момента, как закипит вода, закидываю фетучини и засекаю 7 минут до состояния аль денте. Ну а сейчас пойдемте к плите. Сковороду устанавливаем на плиту, зажигаем максимальный огонь, отправляем в сковороду 75 мл оливкового масла и 50 грамм сливочного масла. Ждем, когда масло хорошо прогреется. Итак, масло у нас хорошо прогрелось, как видите, отправляем курицу. На максимальном огне обжариваем курицу в течение 2-3 минут, не больше. Курица у нас обжаривалась в течение 3 минут. По истечению этого времени отправляем в сковороду грибы, перемешивая, обжариваем вместе с курицей еще в течение 5 минут. Итак, друзья, прошло у нас ровно 5 минут, отключаем газ. На этом этапе пол чайной ложки черного перца отправляю, учитывая, что у нас еще 500 грамм фетучини. И посолить нам тоже необходимо на этом этапе. Я положу 1,5 чайные ложки пока. Ориентируйтесь по своему вкусу. Если будет этого недостаточно, чуть позже добавлю еще. Все хорошо перемешиваю. Все, и пока сковороду эту убираю в сторону. Грибы и грудка у нас готовы. Они будут ждать своего часа, пока мы с вами займемся соусом. Итак, друзья, вода у нас закипела. Нам ее необходимо немного посолить. 2 чайные ложки соли у меня ушло в воду. И отправляем наши фетучини. С этого момента я засекаю 7 минут. В течение 7 минут буду варить фетучини до состояния аль денте. Все, друзья, прошло ровно 7 минут, отключаем газ, сливаю воду и откидываю наши фетучини на дуршлаг. Итак, друзья, фетучини на дуршлаг я откинула. Далее отправляем в чашку или в кастрюлю в какую-нибудь. Добавляем 2 столовые ложки растительного масла, для того, чтобы ленточки наши между собой не склеились. И аккуратно перемешиваем. Вот так перемешиваем, чтобы масло распределилось по всему фетучини. Все, друзья, фетучини готово. Мясо с грибами готово. Самое время заняться соусом. Пока убираем в сторону фетучини. Для соуса нам потребуется 400 мл сливок. Сливки должны быть жирные, более 20%. Лучше брать 33, либо 35. Чеснок я вам уже представляла, 5 зубчиков чеснока. Петрушку тоже представляла. 2 луковицы мои получились общим весом 300 грамм.
100 грамм сыра, в идеале пармезан, но сегодня у меня просто сыр твердых сортов. Также нам потребуется еще кусочек сливочного масла 50 грамм, соль, черный перец по вкусу. Нам необходимо мелко нарезать лук. Одеваю на плододержатель. Если нет станка, я буду нарезать на своем любимом станке. Если нет станка, соответственно, режете пополам, прорезаете по 0,5 сантиметров полосочками, не доходя до конца, и поперек разрезаете, как на пельмени, мелким кубиком лук режем. Я режу на станке. Вот такие кубики у меня получаются. Таким образом полностью нарезаем лук. Лук я нарезала, пока в сторону. Нам необходимо на мелкой терке натереть сыр. На самой мелкой терке, вот на такой, посмотрите, натираю сыр. Сыр я натерла, пока его убираю в сторону. Он пригодится нам чуть-чуть позже. Нам осталось с вами только нарезать зелень. От петрушки я удаляю вот эти палочковые части. Не использую, обычно выкидываю их. Все остальное просто нарезаю, не очень мелко, шириной примерно 3-4 мм. Зелень я нарезала. Все, друзья, все подготовлено. Можно приступать к приготовлению соуса. Глубокую кастрюлю, казан, либо вок устанавливаем на плиту. Зажигаем пока максимальный огонь и отправляем 50 грамм сливочного масла. Ждем, когда масло растопится и прогреется. Итак, масло у нас растопилось, прогрелось. В кастрюлю отправляем лук. Сюда же выдавливаем чеснок. Все хорошо перемешиваем, обжариваем до того состояния, пока лук не станет прозрачным и не размягчится. Итак, лук у нас обжарился. Далее в кастрюлю отправляем сливки. Прогреваем их буквально в течение 1 минуты, не доводя сливки до кипения. Газ уменьшаем до среднего. Перемешиваем и не допускаем, чтобы сливки закипели. Прошла минута, отправляем подготовленные ранее грибы и курицу. Хорошенько еще раз перемешиваем. На этом этапе пробуем наше блюдо на соль. Сюда же отправляем половину натертого сыра. Хорошо все перемешиваем. И нам осталось только лишь наш замечательный соус с курицей и грибами соединить с нашими макаронами фетучини. Отправляем макароны. Аккуратно все перемешиваем. Посмотрите, какая аппетитная вкусняшка получается. Все, друзья мои, прогреваем до нужной нам температуры. Далее сервируем и подаем вместе с зеленью и оставшимся сыром, который мы оставили для подачи. Все, блюдо готово, можно сервировать и подавать к столу. Я увеличивала количество всех ингредиентов вдвое. Если, посмотрите, достаточно много получилось, да, здесь 500 грамм фетучини. Если для вас это много, смело делите все ингредиенты пополам. Ну что, друзья, вы только посмотрите, вот такая красота у меня получилась. Как я уже сказала, я сервировала блюдо, сверху посыпала тертым сыром и петрушкой. Нам с Алексеем уже не терпится попробовать все это на нашем мукбанг-канале, куда мы вас всех и приглашаем. Ссылка, как всегда, внизу в описании под этим видео. Ну а это видео, если вам понравилось, ставьте мне, пожалуйста, пальчики вверх, подписывайтесь на канал, пишите комментарии, нам очень приятно с вами общаться. Это мотивирует снимать для вас еще больше вкусных и интересных рецептов. Огромное всем спасибо за лайки, за комментарии, за пожелания, а также всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока, приходите еще, увидимся снова.